Приготовим пасхальный десерт, морковный рулет с творожной начинкой. Очень легкий, быстрый десерт. Для этого нам потребуется 3 яйца, щепотка соли, взбиваем до пены и добавляем 80 грамм сахара. И взбиваем, чтобы масса увеличилась в 3 раза, белое в такое состояние. Теперь в яичную массу просеиваем 70 грамм муки, 1 столовую ложку крахмала, 1 столовую ложку разрыхлителя и 1 чайную ложку корицы. И все хорошенько перемешиваем. И когда все это перемешалось, добавляем 200 грамм тертой моркови. Морковь трите более мелкой теркой, чем у меня. На противень выкладываем пергаментный лист бумаги и на него выкладываем уже нашу массу. Тесто хорошенько распределяем по всей форме ровным слоем и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов в режиме вентилятор на 15 минут. Через 15 минут достаем, вот такой румяный, выкладываем на холодную поверхность наш корж и пока еще он горячий, сворачиваем вместе с бумагой в рулет и оставляем таким образом остывать. Пока остывает рулет, взобьем 200 грамм сливок. В отдельной чаше взбиваем 250 грамм свежего творога и 80 грамм сахарной пудры в такое кремообразное состояние. И теперь добавляем наши взбитые сливки и все хорошенько взбиваем вместе. А вот такой крем у нас должен получиться, он достаточно густой. И я в крем еще порезала 3 вот таких больших клубники. Ну, это как вы хотите. Можете положить, можете не ложить. В оригинальном рецепте клубники не было. Просто у нас сезон и клубника есть, и почему бы не положить. Теперь берем наш рулет, аккуратно его разворачиваем. Ну, он такой достаточно эластичный, так что не ломается. И выкладываем нашу начинку. Как я вам говорила, все очень просто и быстро. Выкладываем на 2/3 и будем сворачивать, ну, естественно, по длинной стороне, как уже и мы сворачивали в предыдущем разе. Оно уже такую форму и приобрело. Крем до конца не распределяйте так, чтобы он у вас не вышел за края. И теперь каким-то образом попытайтесь аккуратно скрутить рулет, отделяя его от бумаги. Мне это не очень легко удалось, как вы можете наблюдать, но тем не менее я справилась. Слегка прижимайте его, чтобы кремик туда до конца распределялся по рулету. Выкладываем наш готовый рулет на подходящее блюдо. У меня вот такой поднос длинный был, есть из Икеи. И этот рулет очень замечательно вписался. Ну, он вписался ненадолго, потому что он исчез через час. И украсьте, как вам подсказывает ваша фантазия, оставшимся, ну, кремом, в котором нет клубники, конечно. Либо можно и с клубникой, почему нет. Отрежьте вот так хвостики, концы рулета, чтобы он был аккуратненький, ровненький. И вуаля, можно приступать к чаепитию и приятного аппетита. Надеюсь, вам понравился рецепт. До следующей встречи.